привет! Сегодня мы будем готовить карамельный крем. Ту самую карамель, которую мы иногда добавляем в выпечку, делаем десерты. Карамельный крем у нас диетический. Диетический почему? Спросите вы. Я вам отвечу. Потому что здесь не будет ни сахара, ни сливочного масла, будут груши. У меня здесь 650 грамм, но мы их почистим от кожуры, от сердцевинки. Ванилин. Если сахар ванильный не добавляйте, экстракт ванильный можете добавить. Обычная пищевая сода, примерно пол чайной ложечки. И 60 миллилитров обычной питьевой воды. Рецепт этот я нашла на просторах интернета. Решила попробовать вместе с вами. В общем, сделаю, попробуем, и я вам все расскажу. Единственное, что я когда его попробую, потом добавлю один ингредиент, который там в рецепте не указан. Итак, начнем. Груши нужно очистить от кожуры и потом порезать. О! Смотри, как. Да, мне Леша говорит, почисти овощечисткой, а я почему-то вот этой штучкой чищу только морковь. Очень удобно. Так, продолжаем. Но чем отличается мой канал от всех других, смотрите меня внимательно. Самое главное здесь, как самое главное, второй главный ингредиент – это кокосовое молоко. Здесь у меня 400 миллилитров. Я думаю, сейчас это не проблема его купить. Так, что мы делаем? Мы все хорошо почистили, убрали всю сердцевинку, ничего не оставлять, чтобы потом неприятностей не были во рту. И вот такими произвольными фигурками нарезаем. Подожди, это не отсюда. Это я собираюсь еще заквасить капустки параллельно. То есть у меня сейчас будет груши на огне, а я буду их намешивать тут и заодно резать капусту. Рецепт квашеной капусты сразу в банке, залитая рассолом. Необыкновенно хороший рецепт. Я его нашла тогда, еще много лет назад, на одном из деревенских каналов. Я не знаю, сейчас существует, не существует. Может быть, в видео я там сказала даже. В общем, посмотрите обязательно и попробуйте так поквасить. Сестрички, для вас. Отправляем груши в сухую кастрюлю и при постоянном помешивании, пока добавления без воды, увариваем 10 минут. 10 минут прошло, вливаем 60 миллилитров воды, дождемся, когда закипит, накрываем крышкой на медленный огонь и еще 10 минут. Значит, уваривалась у меня груша минут 20. Теперь груши нужно пробить блендером, то есть сделать такое пюре. Вот такое пюре у меня получилось. Оно получилось чуть жиже, чем в рецепте. Думаю, воды. То есть это все зависит от груш. Вот у меня вот так. Значит, теперь мы берем кокосовое молоко и туда добавляем пол чайной ложки пищевой соды. Добавляем. Перемешиваем. Оно должно зашипеть? Да нет, зачем? Это кокосовое молоко не кислое, это в кислом оно зашипит. Посмотрите, вот у меня на ложке оно остается. У меня остается сода на ложке, так что обратите на это внимание, чтобы она растворилась там. Так, опять ставим на огонь. Выливаем кокосовое молоко с содой и добавляю ванилин. Ванилин по вкусу добавлю, добавлю пол чайной ложечки. Дальше там по вкусу. Все, теперь вот это будем варить, постоянно, периодически помешивая 1 час. Так постоянно или периодически? То есть от кастрюли желательно не отходить. Вот я сейчас делаю здесь капусту квашу, и сейчас еще сделаю творожный рулет. Тот, который на атаку. Вот все время про этот рулет говорю. Очень-очень вкусный. Я не знаю, мы говорили в каком-нибудь видео или нет. У нас сейчас появился наш, так сказать, подопечный, который пожелал похудеть. Я ему там готовлю все блюда. Он просидел уже на атаке, сейчас он на чередовании. Вот. И уже 3-й раз то есть первые 2 раза я ему сама готовила, а вот сегодня он уже попросил этот рулетик. Ему очень-очень нравится. Все, засекаем час. Прошло полчаса. Уварилась примерно в 2 раза уменьшилась.
первые вот 20 минут практически не надо помешивать. Вот сейчас уже надо помешивать постоянно, потому что вот такое ощущение, что он вот чуть-чуть и пригорит. Палку возьмите большую. Мешалку возьмите с длинной ручкой, потому что оно так постреливает. Вот до окончания варки осталось 10 минут. И оно приобретает такой уже темный цвет. Ну все, вот последние минутки. Вот так он выглядит в готовом виде. Вот последние буквально там 20-30 минут, ну, практически я не отходила, все время помешивала. Так, значит, карамель сварилась. Я попробовала, еще достаточно такое горячее. И я сюда добавлю буквально 1 грамм морской соли. Вот буквально, крупинки. И размешаю, чтобы растворился. Все, мы, в общем-то, сейчас дождемся, когда это остынет, выложим в красивую тарелочку и будем пробовать. А вообще хранится в холодильнике, я не знаю, конечно, достоверно или нет, но там 3 месяца. Ну, это такое количество. Думаю, ну, недельки-2 можно в холодильнике, в баночке хранить. Это вот я сделала этот творожный рулет. Капуста в баночке. Сейчас жду, когда остынет рассол, и залью. Так, котлетки пожарила. Здесь у меня вот эта капуста, которая кружками. Девчонки, попробуйте, приготовьте. А это у меня салат с тунцом и с овощами. Крем остыл, карамельный. Перекладываем и будем пробовать. Вот такой густой, и в холодильнике он еще такой загустеет, будет более густой. Вы знаете, он очень сладкий. Здесь даже не скажешь, что нет сахара. Очень вкусный. То есть такой достойный карамельный крем. Всем рекомендую. Не поленитесь, сделайте. Без сахара, без добавления масла. Очень вкусно. А он ничем не отличается? Он такой сливочный. Вот это кокосовое молочко, конечно, он кокосом отдает. Поэтому я всем рекомендую. Приготовьте, не пожалеете. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.